Посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе прокомментировал шаг президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на своей странице в Facebook поделилась публикацией одного из грузинских туроператоров, где Ларийский регион Армении представлен как «историческая Грузия». Эту тему посол затронул, отвечая на вопрос Арменпресс. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей личной странице в Facebook поделилась постом одного из грузинских туроператоров, вызвавшим определенные страсти в армянском обществе. Как вы это прокомментируете? Грузию и Республику Армения связывают особые отношения, которые основаны на многовековой крепкой дружбе, доверии и взаимном уважении наших народов. Грузия и Армения твердо и безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в пределах международно признанных границ. Кроме того, наши страны успешно сотрудничают в различных сферах, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Подписанная между Грузией и Арменией в 2024 году Декларация о стратегическом партнерстве подняла эти отношения на качественно новый уровень, что в будущем еще больше углубит наше многопрофильное сотрудничество и положительно повлияет на стабильность и развитие региона. Неприемлема любая попытка бросить тень на образцовое сотрудничество между нашими странами и многовековую дружбу грузинского и армянского народов. Напомним, что несколько дней назад президент Грузии Саломе Зурабишвили поделилась на своей странице в Facebook публикацией одного из грузинских туроператоров, в которой Ларийский регион Армении представлен как «историческая Грузия». Через некоторое время после публикации президента Грузии грузинский туроператор отредактировал свой отчет, заявив, что организует тур в Армению. Президент Франции Эммануэль Макрон о проекте премьер-министра Никола Пашиняна «Перекресток мира». У нас также есть общий сильный интерес к содействию стабильности в регионе Южного Кавказа и установлению справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном. И я хочу поблагодарить вас за ваши усилия, которые Франция полностью поддерживает. Этот мир находится в пределах досягаемости, и он достигается путем подписания мирного договора между двумя странами, чего мы так желаем. Здесь я хочу еще раз заявить о поддержке Франции инициатив, которые вы предприняли для облегчения переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стабильность Южного Кавказа также имеет решающее значение для будущего более широких отношений между Европейским Союзом и Центральной Азией. Франция оказывает всестороннюю поддержку инициативам, направленным на укрепление связей между ЕС и Центральной Азией в рамках стратегии ЕС, проекта Транскавказского коридора и инициативы «Перекресток мира» премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Одно не должно осуществляться без другого. Очень важно сделать все возможное, чтобы заключить соглашение между Арменией и Азербайджаном. Я надеюсь, что мирный договор будет подписан. В сущности, наш мир, наша безопасность будут достигнуты, если мы, европейцы, будем твердо заявлять, что больше не хотим империализма и не хотим ревизионизма границ на нашем континенте. Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Сотрудничество Армения, Запад и происходящие процессы не могут быть использованы против третьих стран, в частности, против Ирана. В Капане начал работу экспертный семинар «Армения-Иран. Сотрудничество и перспективы» с участием экспертов армянских и иранских аналитических и научных центров. В беседе с корреспондентом Арменпресс директор Центра общественных связей и информации аппарата премьер-министра Армении Гор Царукян отметил: основная цель – представить официальную позицию Армении по ведению развития отношений Армения-Иран представителям формирующих общественное мнение иранских экспертных, научных и ведущих информационных агентств. Другая цель – представить позицию Армении, связанную с региональными процессами, процессом армяно-азербайджанского урегулирования, а также разблокированием инфраструктуры, которая напрямую связана с Ираном, и эти процессы не могут проходить успешно без рассмотрения этой позиции. С этой целью мы постарались максимально прозрачно представить, каковы интересы Армении в процессе разблокирования и насколько они близки интересам Ирана.
Мы также по возможности прозрачно представили, в том числе на встречах с высокопоставленными чиновниками, суть сотрудничества Армения-Запад и происходящие процессы. Было подчеркнуто и акцентировано, что они не могут быть использованы против третьих стран, в частности против Ирана. Проведение конференции в Капане важно, чтобы иранские делегаты могли своими глазами увидеть и представить, какое существенное значение имеет развитие Сюника и насколько важно его значение в укреплении армяно-иранских отношений. Не случайно мы отвезли их в Капан на самолете, чтобы они могли убедиться в его важности, а затем увидеть ход строительства дороги север-юг, которая соединит Армению с Ираном. Важно также ознакомление иранских специалистов с работой Капанского медно-молибденового комбината. Наши иранские партнеры увидели, на каком высоком уровне организована добыча, какие высокие стандарты безопасности и технологические нормы и правила реализуются в этой отрасли. Армения, Иран и Индия договорились об организации трехсторонней встречи по вопросу запуска транспортного маршрута Индия-Иран-Армения. Об этом в беседе с журналистами сообщил посол Ирана в Армении Мехди Сабхани, добавив, что сроки встречи еще не определены. Посол также коснулся запуска коридора Персидский залив-Черное море. Он отметил, что Армения рассматривается в качестве звена, связывающего Персидский залив с Черным морем, и в настоящее время ничего не мешает реализовать этот проект. Он добавил, что Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении и приветствует усилия Армении по установлению дружественных отношений со своими соседями. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани на открытии экспертного семинара «Армения-Иран. Сотрудничество и перспективы». Исламская республика Иран подчеркивает свою принципиальную позицию по поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, приветствует ее усилия по установлению дружественных отношений с соседями и готова помочь правительству Армении в этом направлении, сказал посол, добавив, что Иран приветствует инициативу Армении «Перекресток мира», но считает, что любое разблокирование должно осуществляться в рамках территориальной целостности, суверенитета и контроля данной страны. Мы приветствуем мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и считаем, что напряженность и конфликт между странами могут иметь нежелательные последствия для народов региона, сказал Сабхани. По его словам, граница между Арменией и Ираном является границей дружбы. Мы полны решимости использовать все возможности обеих стран для развития торговли и расширения политических, экономических и культурных связей в ирано-армянских отношениях, будущее которых светлое, и никто не может его нарушить, подчеркнул посол Ирана в Армении. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.